Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на очередной выпуск канала Секреты Outlook. Меня зовут Иван. Сегодня мы рассмотрим интересную тему, такую как вставка таблиц, оформление таблиц в письмах Outlook. Эта тема крайне интересна тем, что она позволяет хорошо форматировать текст, и ваши получатели не будут испытывать затруднений в получении информации из ваших писем. Тем не менее, часто мы видим, что люди отправляют, и мы тоже так делаем, чаще всего отправляют просто вставленные таблички, да, в письмо, и тем самым заставляют нас щелкать по вложениям, хотя табличка, как видите, может быть совсем даже маленькой, и не обязательно такую маленькую табличку отправлять в виде файла, а достаточно просто было бы ее отправить в письме. Но об этом чуть позже. Давайте же посмотрим, как можно вставить таблицу в письмо Outlook. Для этого есть меню «Вставка». Да, вот мы переходим в меню «Вставка», закладочка, есть таблица. Выделяем, например, выбираем таблицу из 4 строчек и 3 столбцов. Здесь мы напишем, например, слово «проект», здесь мы напишем «статус», а здесь мы напишем «замечание». И напишем, что это проект 1 у нас, а это у нас проект 2, а это у нас проект 3. Итак, у нас проект 1 на 90% выполнен, проект 2 на 70%, а проект 3 на 50%. И здесь мы напишем замечание, что нам, например, от этого отлично, здесь у нас хорошо, а здесь у нас нормально. Вот. Так у нас получилась табличка, которая содержит 3 столбца и 4 ячейки, 4 строки. Что мы можем с ней сделать? Если мы окажемся внутри таблицы, да, то есть поставим курсор внутрь таблицы в любую ячейку, то появится закладка «Работа с таблицами». У нее есть две подзакладки – конструктор и макет. Конструктор позволяет вам отформатировать таблицу, например, автоматически в красивый вид, сделать какую-то заливку ячейки, границы ячеек исправить. Это самая используемая мной кнопка. Также эти границы можно сделать разными по цвету и толщине. Здесь можно еще поработать со стилями таблиц. Но это не так интересно. Здесь интересно есть закладочка под закладочка макет. В ней есть блок кнопок, которые формируют расположение текста внутри ячеек. Мне нравятся вот эти вот кнопки, просто очень нравятся. Как бы вот, например, если мы хотим сделать заголовок, мы выделяем, нажимаем вот это, и надписи размещаются по центру вертикально и горизонтально. Да? Мы можем сделать их жирненькими. Вот. Есть еще здесь такая прекрасная кнопка, как автоподбор. То есть вы видите, что ячейки довольно широкие, да, они могут получиться какими-то корявыми, неровными. Мало ли, что у нас получилось в таблице. Поэтому мы используем кнопку автоподбор, которая делает что? Смотрите внимательно. Автоподбор по содержимому. Бац! И получается красивая, компактная, классная табличка, которую мы можем отформатировать дальше по своему усмотрению. Например, взять и убрать у нее границы ячеек. Вот получится вот так. Да? А может быть мы хотим ее отформатировать красиво автоформатом. Да? Вот получится вот такая табличка. Такое вот у нас есть, значит, такие у нас есть инструменты, прямо встроенные в письмо Outlook, да, в редакторе. Это очень похоже на, собственно говоря, редактор Word, то есть совершенно то же самое. Здесь конструктор и макет. Попробуйте вот эти все кнопочки, они довольно-таки полезные и хорошо позволяют оформить таблицу. Как еще можно вставить табличку в письмо? Конечно, можно ее скопировать из файла. Ее можно взять из файла. Вот у нас есть файл, вот у нас табличка, да, готовая, оформленная. Мы ее говорим Ctrl-C, мы ее говорим письмо Ctrl-V. Вот она вставилась. В принципе, выглядит неплохо, но мне не нравится. Мне не нравится, что здесь какой-то статус такой длинный. Мне не нравится, что здесь как-то вот мне хотелось бы вот пошире заголовок, например. Ну, давайте ее подровняем. Для этого у нас есть магическая кнопка, называется она как автоподбор. Мы ее нажмем, автоподбор по содержимому, оп, и все подобралось. Ну и дальше мы можем, например, взять и убрать у нее все границы. Вот, нет границы. Получилась вот такая вот, в принципе, довольно приятная табличка, которая у нас была вставлена из Excel. А можем мы и вообще ее полностью преобразовать в стандартную, то есть убрать у нее заливки, нет заливок, сделать у нее цвет шрифта автоматический, потому что заголовок был там белым, да,
И получится вот такая вот стандартная табличка, которую мы можем дальше уже отформатировать по своему усмотрению, например, поставить у нее границы. Вот, то есть знайте об этом, используйте это помогает, и все ваши таблички, вставленные в тело письма, всегда сохранятся при пересылке, при ответах, они не будут теряться как вложение, и в них можно будет добавлять какие-то свои замечания. О чем еще хочу сказать? Посмотрим на другое письмо, которое я заготовил. При рассылках, да, можно использовать таблички, и это очень хорошая тема, потому что тем самым вы формируете красивый форматированный контент, который приходит вашим адресатам в красивом виде, и они даже не подозревают, что там вообще таблица на самом деле. Вот, например, я заготовил таблицу, в которой ставил картинку, да, вот это меню вставка, картинки, рисунки. Скоро я об этом расскажу в следующем ролике, как работать с картинками в Outlook, тоже довольно интересная тема. Вот я сделал табличку из раз, два, три, четырех строк и 3 столбцов. Здесь я вписал информацию о том, что это информация об обновлениях Microsoft. То есть это как бы рассылка готовится от службы поддержки. Давайте немножко ее отформатируем, да? Поставим вот здесь вот на сайте Microsoft. Мы хотим поставить ссылочку Ctrl-K. Мы знаем, нажимаем, да? Пишем здесь HTTPS. Ой, пишем не то. HTTPS Microsoft.com. Да? Вот на сайте Microsoft информация, портал самообслуживания у нас есть, тоже по ссылке. Давайте добавим ссылку Ctrl-K. Мы напишем здесь HTTPS портал. Ну, якобы какой-то портал у нас есть для самообслуживания клиентов. Здесь у нас уже почтовый адрес вписан, автоматически ссылка получилась. Ну и есть у нас какой-то текст, который говорит о том, что всегда устанавливайте обновление, это защитит вашу систему вторжения. Ну, надо это сделать красным, да, например, мы пойдем и сделаем этот шрифт красным. Мне вот не нравится вся эта пока картина. Я хочу отформатировать эти надписи все по центру. Я хочу их все отформатировать по центру. Я их выделил, я иду в конструктор, макет. Здесь вот есть кнопочка магическая, выровнять по центру. О, уже красота. А здесь не выровнялось. Здесь тоже выровняем. О, красота. Уже как-то получше, да? Уже получше. Я вот здесь вот ставлю сейчас одну строчку сверху. Сейчас поймете почему. Ставить строки сверху. Вот у нас строка вставилась. Вот мы ее так вот подвинем красиво. Значит, что дальше? Мы вот здесь вот возьмем, объединим. Объединить ячейки. По правой кнопочке в меню появляется. Объединить. Давайте здесь еще вставим одну строчку. Вот мне нравится вставлять строки сверху. Сделаем ее такой же примерно длины, да, вот, то есть высоты. Тоже объединим. Объединить. И здесь объединим. Объединить. В принципе, можно было не объединять, вы поймете, зачем я это делаю. Теперь я вот это вот хочу закрасить, например, красным. Я иду и закрашиваю красным. Заливка, закраска красным. Это я закрашиваю желтым. А это я закрашиваю зеленым, чтобы получился светофор. Вот получился такой светофор. Вот смотрите, у нас картинка как-то вылезла не там, где-то находится. Можно выделить картинку, пойти в макет и тоже поставить ее посерединке ячейки. Красота, правда? А теперь мы возьмем и уберем заливку. Не заливку, а границы. Мы берем границы. Нет границ. Смотрите, видите, получилась вот такая вот красивая, в принципе, как бы веб-страница в письме. Но это не веб-страница, это просто таблица, в которой есть ссылки, в которой есть картинка, да, в которой есть какой-то адрес и какая-то информация. Для примера я могу показать, как выглядит рассылка, например, от Netflix. Да? Вот есть письмо от Netflix. Давайте откроем. Мне пришло письмо от Netflix, чтобы такого сегодня посмотреть, топ-10. И вы удивитесь, но это письмо тоже сформировано как таблица. То есть вот если я сейчас все выделю, да, все выделили, Ctrl-A. И давайте вставим какое-то наше новое письмо, чтобы разобраться с этой таблицей. Я вставляю, Ctrl-V. Ой, Ctrl-C я там забыл нажать. Давайте еще раз Ctrl-A, Ctrl-C надо нажать. Теперь вставим в письмо. Ctrl-V. Видите, вставилось все. И появился такой значок, что это табличка.
Вот я выделил, и сразу появилось меню работы с таблицами. То есть это на самом деле таблица и есть по сути своей. У нее внутри есть картинки. Вот я могу раз убрать картинку, да? Вот еще одна картинка и вот какие-то надписи. Я могу увидеть ее разметку. То есть я могу выделить всю таблицу, включить границы, и вы увидите все ячейки, которые здесь размечены. Вот они, видите? То есть к чему я это все веду? К тому, что правильные, хорошие, красивые рассылки делаются в виде таблиц письма. Пользуйтесь этим и помните о том, что таблица это сила. Таблица это сила в Outlook. Еще раз вам хочу про это напомнить. Давайте еще одну штуку покажу. Значит, еще одна штука заключается в том, что вот, например, вот в этом письме, если есть у нас какой-то просто текст, да, чтобы он не расползался, чтобы он не расходился на много-много строчек или по ширине не расходился, мы можем просто вставить его в одну единственную ячейку таблицы. Вот одну единственную ячейку делаем, да, и вот этот текст, который я скопировал, вставляем сюда. И в данном случае я могу вот его подровнять, и каким бы маленьким или большим письмо не было в дальнейшем, он никуда не уедет, видите? Никуда не разъедется. А если у него я еще и уберу границы, то будет очень красиво. То есть вот такое вот огромное количество текста, если оно там 500 тысяч раз больше, да, например, давайте вот его сейчас размножим. Если бы у нас не было таблицы, то можно было бы понимать, что он разъедется на все письмо. Вот так вот, да. Широко будет. Вот, все, наверное, что я хотел сегодня вам рассказать о табличках. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, следите за новыми видео. Новые секреты будут выходить регулярно, пока у меня не кончатся идеи. Надеюсь, они у меня не кончатся. Всем привет, спасибо, всего доброго.